Кроссовер из Lada Granta Liftback начали завозить дилерам. Его уже прозвали Арканой для бедных. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Lada Granta Active Cross осталась практически незамеченной на фоне громкой презентации Lada Azimuth. И это вполне объяснимо, статус у моделей совершенно разный. Пока Azimuth позиционируется как амбициозный флагман, рассчитанный на долгосрочную перспективу, Active Cross лишь очередной вариант все той же Гранты, пусть и с элементами кроссовера. Зато у Гранты Active Cross есть очень важный козырь. Она уже почти здесь на рынке, а значит скоро перед покупателем встанет вопрос, взять лифтбэк с увеличенным клиренсом или подождать новых моделей. И здесь на первый план выходит практичность, причем не только в выборе машины, но и в вопросах безопасности на дороге. Ведь какой бы автомобиль вы ни выбрали, важно, чтобы в непредсказуемой ситуации у вас была возможность доказать свою правоту. Друзья, безопасность на дороге – это не только аккуратное вождение, но и надежный видеорегистратор. Я нашел отличное решение, которое проверил лично. Это RoadGuide Duo 4. Сейчас расскажу, почему он стоит вашего внимания. Этот регистратор оснащен сенсором Galaxy Core 2053, благодаря которому вы получаете четкое и детализированное видео как днем, так и ночью. Причем он записывает сразу с двух камер. Передняя Full HD и задняя в HD с частотой 30 кадров в секунду. Это особенно важно, когда нужно восстановить картину ДТП или спорной ситуации. Есть EG-сенсор, который автоматически включает запись при резком торможении, ударе или другой нештатной ситуации. Даже если вы не заметили, регистратор фиксирует все. Встроенная функция ассистента парковки – незаменимая вещь для городских условий. При включении задней передачи автоматически активируется задняя камера и отображается разметка на экране. Очень удобно. Широкий угол обзора 140 градусов позволяет видеть не только дорогу, но и обочины пешеходов и соседние полосы. Никаких слепых зон. Встроенный Wi-Fi дает возможность подключиться к регистратору через фирменное приложение. Вы можете смотреть и скачивать записи, делиться ими в мессенджерах и соцсетях, а также удобно настраивать устройство прямо с телефона. И наконец, в комплекте все необходимое: крепление, кабели, зарядка, инструкция. Установка простая, занимает считанные минуты. RoadGuide Duo 4 – это надежный помощник в дороге. Качество записи, умные функции, удобное управление и отличная цена. Идеальный выбор для тех, кто ценит свою безопасность. Переходите по ссылкам в описании, заказывайте RoadGuide Duo 4 и забудьте о спорных ситуациях на дороге. Рекомендую лично. Тем не менее, нельзя не заметить, насколько разными будут ценовые категории Azimuth и кроссовера Гранты. По предварительным данным, Granta Active Cross можно будет приобрести за сумму порядка 1,3 миллиона рублей, в то время как стартовая стоимость Azimuth вряд ли окажется даже ниже миллионов. Топовая версия последнего, вероятно, выйдет на отметку в 3 миллиона, а может и выше. Как поведет себя банковский сектор, каким будет размер ключевой ставки, предсказать сложно. Но даже сейчас ясно, что Granta Active Cross будет в более выгодной позиции с точки зрения доступности. Да, по сравнению с Azimuth, этот лифтбэк кроссовер заметно проще и скромнее. Ни по уровню безопасности, ни по комфорту он не потянет на конкурента более продвинутых кроссоверов. Но цена – это аргумент, который все еще способен убедить покупателя. Для тех, кто ищет что-то приподнятое и недорогое, Granta Active Cross может оказаться привлекательным выбором, особенно учитывая, что по такому сочетанию формата, дорожного просвета и стоимости у него попросту нет конкурентов на отечественном рынке. Если Azimuth пока остается прототипом, один из которых показали широкой публике, то Granta Active Cross уже начала поступать на склады дилеров. Как только соберется достаточный объем, начнутся продажи. По имеющимся данным, реализация стартует на днях. В интернете уже можно найти фотографии товарных экземпляров этой машины, значит дело близко к запуску.
запуску. В реальности Granta Active Cross в кузове Liftback выглядит довольно бодро. Визуально она интереснее и свежее, чем хорошо известный универсал Granta Cross, а с практической стороны выигрывает за счет большего багажника и удобства его использования. Объем составляет 440 литров, тогда как у универсальной версии всего 360. Крышка у Liftback поднимается выше, а значит погрузка длинных и габаритных предметов становится проще. Все это делает модель особенно подходящей для тех, кто живет за городом и активно использует авто в быту. Может показаться, что внутренняя конкуренция между кросс-лифтбэком и универсалом способна сыграть не на пользу продажам последнего. Но в условиях нынешнего рынка вряд ли АвтоВАЗ будет об этом сильно переживать. Сейчас, судя по всему, маркетинговая стратегия сводится к одной задаче – продать как можно больше. Конкуренция внутри модельного ряда отходит на второй план, когда на кону выживание. Теперь немного о внешности. Лицевая часть автомобиля выделяется выступающим бампером с белыми акцентами, переходящими в пластиковую защиту по всему периметру машины. Задняя часть также получила аналогичную накладку, визуально усиливающую внедорожный образ. В интерьере изменений почти нет, разве что добавили лакированные черные вставки. Небольшой штрих, но все же освежает интерьер. Что под капотом? Никаких сюрпризов. Те же бензиновые моторы мощностью 90 и 106 лошадиных сил, в паре с пятиступенчатой механикой. Впрочем, совсем скоро в линейке появится и вариатор китайского производства. Именно тот, что уже ставится на обновленные Весты. Он должен составить альтернативу привычной механике. В стандартной комплектации пара подушек безопасности, кондиционер, подогрев сидений и простая аудиосистема. В максималке же можно рассчитывать на климат-контроль, зимний пакет, мультимедийный экран, противотуманные фары и прочие приятные опции. Конечно, на фоне современных кроссоверов это все еще довольно скромно, но для своей ценовой ниши более чем приемлемо. Так есть ли смысл выбирать Granta Active Cross вместо обычного лифтбэка? Здесь многое зависит от приоритетов. Главное отличие – увеличенный дорожный просвет, который достигает почти 200 мм. Благодаря измененным бамперам улучшилась и геометрическая проходимость, а пластиковый обвес не только для вида. Он реально может защитить кузов от грязи и мелких повреждений, тем самым оттянув начало коррозии. Вопрос только в том, сколько будет стоить все это удовольствие. Если цена действительно уложится в прогнозируемые 1,3 миллиона, то такой кроссовер можно считать вполне оправданной покупкой. Для сравнения, обычный лифтбэк стоит от 1 миллиона 100 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Универсал Cross от 1 миллиона 200 тысяч до 1 миллиона 350 тысяч. Вероятно, версия на базе лифтбэка окажется в той же вилке, максимум чуть дороже тысяч на 15-20. Пробьется ли новинка в лидеры продаж, зависит от внешних факторов, особенно от того, когда на рынок выйдет Lada Искра. У нее тоже будет приподнятая версия, но если ее цена приблизится к 2 миллионам, Granta Active Cross сможет дышать спокойно. Если же разрыв в стоимости окажется столь же велик, логичнее будет выбирать более современную Искру, особенно с учетом ее происхождения, ведь она базируется на платформе последнего Renault Logan. А что выбрали бы вы? Поделитесь своим мнением в комментариях, будет интересно узнать, какая из версий кажется вам наиболее разумной. Ну и обещанная мною шутка. Женщина. Есть ли тут мужчины, которые сами решают все проблемы? Мужчина. Простите за глупый вопрос, я просто давно без отношений. А что такое проблемы? А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.